Всем привет! Хочу сегодня вам показать вот такую вот классную сварку, которую я нашел на одном из маркетплейсов. Обошлась она мне меньше, чем 1000 рублей, 900 с копейками. И сейчас я покажу, как она выглядит, для чего нужна, ну и проверим ее в работе. Когда я увидел этот сварочный аппарат, я был приятно удивлен и сразу же захотел его себе приобрести. В комплекте идет инструкция на английском и, естественно, китайском языке, русским тут и не пахнет даже. Также в комплекте идет вот такой вот USB шнурок с выходом Type-C для подзарядки. То есть, если у вас смартфон тоже имеет такой же выход, можно заряжать от зарядного устройства для смартфона. Также идет вот такая вот пластина для сварки. Позже покажу, для чего она нужна, кто не в курсе. Ну и сам сварочный аппарат. Вот так вот он выглядит. Помещается буквально мне на ладони. Вот с одной стороны у него получается что-то вроде дисплея. Зажимаем кнопку, и у нас загораются диоды. Вот выход для зарядки. Здесь показывает, насколько он заряжен сам, этот аппарат. И вот это вот в виде антенки, это мощность. То есть нажимаем и увеличиваем его мощность. То есть мощность сварки. Получается 5 режимов у нас. С этой стороны у нас идет 2 электрода медных. С помощью них, естественно, и производится сварка. Сам корпус у нас металлический, скорее всего, сделан из дюраль алюминия. Вот, в принципе, и все такое вот. Не сказать, что тяжелый, не сказать, что легкий аппарат. Сейчас я принесу весы, взвесим его, сколько он весит, и дальше уже попробуем его потестировать. Всего-навсего он весит 315 граммов, ни больше, ни меньше. Итак, давайте проверим его в работе. Достанем пластинку для сварки, отрежем пару кусочков нержавеющей этой пластиночки. Попробуем ее между собой сварить вот таким вот образом внахлёст. Включаем сам прибор долгим нажатием на кнопочку. Все, прибор включился. Давайте поставим сразу максимальную мощность. Далее ставим 2 электрода. Вот. Как вы видели, искры полетели. Произошел сигнал звуковой. Он даже прогорел, смотрите. То есть получается, сильно мощный я выбрал режим. Получается, надо менее мощный выбрать. Чтобы не портить стол, подложу фанерку. Так, ну попробуем поставить менее мощный режим. Например, 3 поставим. И еще раз прислоняем и нажимаем. Вот. Тоже прожег. Видите, да? То есть один электрод прожигает. Надо еще убавлять мощность. Это для более толстых, я так понял. Убавляем. Давайте поставим 2 деления. И попробуем еще разок. Ну вот, 2 деления у нас уже практически ничего не прожгло. Сейчас фокусировать постараюсь. Вот так вот выглядят эти 2 точки. Ну, надо поровнее, конечно. Так, давайте еще разок попробуем. Получается, сейчас поставил на 2 режим. Вот. Пробуем еще вот так. Вот так вот. Ну, вот уже что-то поинтересней получилось. Видите, насквозь, получается, он их прожигает и между собой сваривает. В принципе, первое испытание этот ручной карманный сварочный аппарат прошел. Для тех, кто не догадался, для чего он нужен, вот, я сейчас расскажу. Это аппарат точечной сварки. Таких батарей, как 18650, видите, они на заводе сварены точечной сваркой и пластинками с 2 сторон. И вот такие вот аккумуляторы 2170LA. Эти аккумуляторы немного большего размера, большей емкости. Но по вольтажу такие же, как и вот эти вот. 3,7 вольта они идут. Так как сейчас вся техника у нас идет на аккумуляторах, роботы-пылесосы, там шуруповерты, дрели, болгарки и так далее, вот, то когда аккумулятор выходит из строя, проще заменить одну банку. Ну, скорее всего, у вас сгорела, либо вышла из строя всего лишь одна банка аккумуляторная из, например, сборки из 6 штук. И проще тестером замерить ее, не рабочую выбросить, а рабочую новую установить, и у вас будет аккумулятор работать дальше. Сейчас я покажу на своем примере, как это сделать. Есть у меня вот такой вот аккумулятор от пылесоса ручного. И здесь сдохла одна банка. Я купил 5 вот таких банок на маркетплейсе. Я эту банку старую выкинул заранее. Сейчас будем устанавливать новую банку, которая, естественно, заряжена. И при помощи ее установки аккумулятор снова можно будет использовать. Вот смотрите, полярность идет минус-плюс, минус-плюс. Значит, сюда мы ставим минус. Вот это вот идет у нас плюс, вот это минус. Устанавливаем аккумулятор сюда. Все, теперь нам нужно припаять вот эту вот клейму, которую я отогнул аккуратненько ножичком от старого аккумулятора. А с вот этой стороны
Получается, клемма была присоединена вот отсюда до сюда. Здесь мы уже шиночку припаяем и все. Раньше я паял при помощи обычного паяльника, но этого делать категорически нельзя, так как при нагреве эти аккумуляторы выходят из строя. Поэтому только точечной сваркой. При точной сварке они не успевают нагреться, чтобы выйти из строя. Ну, давайте начнем восстанавливать. Итак, первым делом вот эту пластину нужно срезать, так как она уже вся покореженная. Ее будет очень тяжело переварить. Срезаем эту пластинку. Сейчас к ней приварим пластинку поменьше. Приварили. Видите, да? Так, теперь привариваем вот сюда, к самому аккумулятору. Угу. Не супер профессионально, но для первого раза, я думаю, пойдет. Контакт есть, пластинка держится. Ну, теперь с этой стороны. Сейчас подберем шинку по длине и отрежем. И таким же образом все это дело приварим. Вот заводские получаются. Вот мои. Но здесь уже получше получилось. Итак, аккумулятор я собрал. 100% зарядки. Сейчас попробуем его в работе. Устанавливаем его в пылесос. Нажимаем. Смотрим, пылесос работает. Наши рвутся перчатки. Подведя итоги сегодняшнего обзора, я хочу сказать, что в принципе аппаратик мне понравился. Компактный, легкий, удобный и сокращает время работы с аккумуляторами. Вещь действительно классная, для домашней мастерской просто необходимая. Конечно, если вы работаете профессионально на каком-то предприятии, то такой приборчик не подойдет. Вот. А для себя, для домашней работы в самый раз. Так что вот такая вот штука, которая действительно мне понравилась, и китайцы меня очень удивили, особенно за такую стоимость. Ну а на сегодня все. Всем желаю добра, удачи, успехов, берегите себя, пока-пока.